Леона долго отправляла письма, которые возвращались обратно с пометкой «Адресат выбыл». Она пыталась перевести деньги на старые банковские счета, все они были заблокированы. Соседи, с которыми она пыталась связаться через социальные сети, отвечали уклончиво. Тогда Леона поняла, пора возвращаться домой. В такси сердце стучало слишком быстро. Сквозь окна мелькали улицы Нью-Гейвена, где она родилась. Ей вспоминались запах свежего хлеба из пекарни на углу, смех подруг во дворе, голос матери, которая напевала что-то перед сном, и та ночь, когда отец ушел, хлопнув дверью. Мать тогда плакала, не в силах смотреть на дочь, а Леона, сжав кулаки, сказала себе: «Я вернусь богатой и все изменю». Теперь она действительно вернулась. Но дом, где прошло ее детство, был не узнать. Окна заколочены фанерой, забор повалился, сад зарос бурьяном. Из соседнего двора выглянула пожилая женщина, миссис Дэвис, кажется. Увидев Леону, она ахнула и сказала, что Марта давно ушла. Говорили, продала все и жила где-то у старого железнодорожного моста на окраине города. Леона обошла полицейские участки, приюты, больницы. Только в одном старом журнале регистрации она нашла знакомое имя Марта Кларк. Женщина из приюта рассказала, что Марта прожила там почти год, но однажды исчезла, оставив конверт для дочери. После долгих поисков Леона нашла смятый конверт в папке с забытыми бумагами. На нем было написано: «Для моей дочери, если она когда-нибудь вернется». В письме мать писала, что гордится ею, что всегда любила и никогда не держала зла. Внутри лежала старая карта с отметкой «Старый мост за городом». На следующее утро Леона приехала туда. Под ржавыми металлическими балками она заметила выцарапанную надпись: «Я верю, ты вернешься. Мама». К ней подошел мужчина в рабочей куртке. Он держал в руках старую фотографию, маленькая девочка лет 7 с косичками и леденцом в руке. Мужчина сказал, что нашел фото 2 года назад, когда помогал хоронить женщину, жившую неподалеку. Она просила, чтобы ее похоронили под большим кленом за рекой. Леона пошла туда и нашла небольшую могилу с самодельным крестом. Опустилась на колени и долго не могла произнести ни слова. Потом заплакала, впервые по-настоящему, как в детстве. Леона осталась в Нью-Гейвене. Она купила разрушенный дом, отремонтировала его и открыла приют для женщин, потерявших дом и надежду. На двери висела табличка «Дом клена» для тех, кто ждет. Каждый вечер она зажигала свечу перед фотографией матери и шептала: «Теперь я дома, мама». Годы шли. Люди приходили и уходили. История Леоны вдохновляла десятки женщин начать заново. А за городом все так же стоял старый мост с надписью «Я верю, ты вернешься». Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.